привет! С увеличением числа подписчиков у меня на канале увеличилось и количество вопросов про смолу, которая сохнет от лампы. А также стало все больше и больше появляться советов из серии «Купи лампу, смола будет сохнуть быстрее». Так что мне пришлось отложить все запланированные проекты и скорее взяться за это видео. Есть два вида смолы. Двухкомпонентная и ультрафиолетовая, та, которая застывает от ультрафиолета. И это две абсолютно разных вещи. У двухкомпонентной есть два компонента, как и следует из названия, которые нужно смешать, чтобы смола застыла. Эту смолу нельзя высушить лампой, никак. Так что если я говорю, что я замешиваю смолу, это значит, что я беру саму смолу и ее отвердитель смешиваю, чтобы потом смола застыла. Другой же вариант – это ультрафиолетовая смола, УФ-смола. Можно я буду говорить просто УФ-смола? Потому что выговаривать каждый раз ультрафиолетовая – это немножко сложно. А у меня эмоции кипят, потому что я буду сегодня пробовать ее в первый раз. На данный момент она официально не поставляется в Россию, и я заказывала ее с Алиэкспресса. И первое впечатление, такое. Вот так выглядит коробочка и вот такой пузырек внутри. Наличие защитной крышечки – это хорошо, а снять ее оказалось не так-то просто. В общем, я в итоге разрезала это, потому что оторвать было невозможно. Сразу почувствовала довольно сильный запах. Конечно, не на всю комнату, но все равно я такого не ожидала. Это что-то среднее между запахом строительного эпоксидного клея и нового китайского пластика. Закрываю пузырек и открываю уже на месте аппликатора. Для того, чтобы эта смола затвердела, нужен ультрафиолет. Для этого можно воспользоваться УФ-лампой или УФ плюс LED-лампой, но вот эти вот новые LED-лампы, которые сейчас для гель-лаков появились, они не подойдут, потому что там же нет ультрафиолета, то есть они получаются бессмысленные. Я купила вот такую маленькую, потому что мне негде хранить здоровенную лампу, которой я не буду пользоваться каждый день. Она удобна тем, что может сама стоять на ножках, а еще ее можно использовать как фонарик, чтобы светить в труднодоступные места. Есть кнопочка и USB-порт. Я сначала думала, что ее можно зарядить, но нет, она работает от сети, и в комплекте еще инструкция и провод. Для самой первой заливки я взяла свою любимую форму от PBO. Заливаю, и давайте посмотрим на густоту. Она жиденькая, она без пузырей, но потом я заметила, что она стала оставаться на палочке. Она медленно стала загустевать от дневного света, что ли? Давайте сушить. За 45 секунд смола затвердела, но не полностью. Ее можно было поцарапать. И тогда я продолжила сушить. Включала лампу пару раз, но и этого оказалось недостаточно для полной просушки. Видите, там внизу в форме осталось немного смолы. Сама смола прозрачная, и это классно. Видите, как там мои царапины просвечивают? Но, видимо, толстые заливки это не для нее. Либо нужно сушить просто намного дольше. И давайте с вами попробуем что-нибудь залить. Я взяла вот такие акриловые формы. Они довольно прочные, единорога, и еще у меня есть олень. Но начнем давайте сначала с одной формы. И я давно хотела попробовать еще вот такой набор блесток. Это смесь крупных и мелких блесток. Смотрится очень классно. Для начала я покрасила заготовку с двух сторон. Потом приклеиваю ее на малярный скотч. Да, вот с УФ-смолой очень удобно на нем работать, потому что ничего не успевает растечься, как у меня было в случае с двухкомпонентной смолой. Можете посмотреть вот тут или тут будет видео по подсказке сверху. Заливаю первый слой и насыпаю градиентом блестки. Потом у меня возник вопрос, а пройдут ли УФ-лучи сквозь слой блесток? Потом я стала пытаться смахнуть блестки с ободка и самого единорога, а они уже прилипли. Как? Дневной свет? Серьезно?
Тогда я решила просушить заготовку, снять ее. Отлипла она, кстати, не так-то просто, как я думала, и сзади была липковата, поэтому я решила просушить ее еще и сзади. И потом постаралась снять блестки с заготовки с помощью наждачки. Вновь покрасила единорога, но это уже получилась какая-то фигня. Стала заливать новый слой, выложила туда такие вот блесточки-звездочки, просушила и стала наливать новый слой смолы, чтобы насыпать туда еще что-нибудь. Ведь основное преимущество этой смолы перед двухкомпонентной заключается в том, что очень удобно быстро создавать многослойный дизайн. Заливаю, и потом я подумала, что мне это показалось, но нет. Сверху смола стала отходить от формы и чуть-чуть изгибаться. Вот это меня, наверное, удивило больше всего, потому что моя эпоксидка, с которой я привыкла работать, приклеивается всегда ко всему просто намертво, кроме силиконовых форм и файликов. А тут она вдруг стала отлипать. В общем, мне пришлось выкинуть эту заготовку, потому что ничего хорошего из нее бы уже не получилось. И я взяла вот такой кулон-контур. Подобное ведь мы видим в видео у азиатских мастеров. У месяца выступающее колечко, поэтому я аккуратно приклеила его на малярный скотч так, чтобы там не было дырки сзади, чтобы ничего не стекло. И положила его на подставочку, чтобы месяц лежал ровно. Заливаю первый слой, и я решила его просушить, хотя, наверное, не надо было. Потом я взяла камушки для свечей из Икеи. Вы могли у меня их раньше видеть в полке звездочета, например. И просто сейчас я пересыпала их в красивую маленькую баночку. Да, в Икее тоже можно найти материалы для творчества. Я этими камнями пользуюсь уже, наверное, лет 5. Потом я решила посыпать все это еще блестками. Это был максимально спонтанный и непродуманный дизайн. Я хотела еще положить звездочку, но она у меня что-то не прилипла, и я сначала не придала этому значения. Думаю, ну ладно, засушу. И налила еще один слой смолы, чтобы выложить уже эти звездочки, и еще я взяла стразы. Короче, все в духе этих японско-корейско-китайских украшений, когда они кучу-кучу-кучу всего поналепят в уголочке своей работы. И красиво типа. И тут я уже точно стала замечать, что смола затвердевает, хотя я ее еще не сушила. Я подсушила, подлила еще и продолжила работать. Перед финальной заливкой нужно снять все лишние блесточки с контура, чтобы не было как с единорогом, блестки приклеились к контуру. Я стала заливать, хотела расправить это, а смола уже довольно сильно загустела. Так что мне пришлось еще долить в те места, куда изначально я хотела расправить смолу, и все равно идеально гладкий купол у меня не получился. Я же работала в комнате, и у меня даже не было прямого солнца. У меня был просто дневной свет из окна. Получается, ультрафиолет есть и в нем? Я просто лично думала, что ультрафиолетовые лучи есть только в прямых, тогда, когда прямые солнечные лучи. Нет? Каждый день мы узнаем что-то новое. Я сняла заготовку. Отлипла она не так просто, как на видео из Инстаграма, кстати. Я залила заготовку сзади, просушила, и она вроде бы высохла. Ногтем не продавливается, но когда по ней проводишь подушечкой пальца с нажатием, такое впечатление, что это резина какая-то. Я положила этот месяц на улице на солнце минут на 15, чтобы уж наверняка прожарился самым настоящим натуральным ультрафиолетом, но результат не изменился. Более того, от того, что я проводила по ней пальцем, смола немного помутнела. Может быть, я, конечно, делала сегодня что-то не так. Повторюсь, я работала с этой смолой впервые, и если у вас есть в этом деле уже опыт, то пишите об этом в комментариях. Мне и, я уверена, другим пользователям будет интересно об этом почитать. Для того, чтобы сравнить УФ-смолу с двухкомпонентной, мне нужно чуть больше времени, для того, чтобы лучше понять этот материал и больше вам рассказать. На сегодня же у меня стояла задача просто донести вам тот факт, что я знаю, что такой материал существует, но и попробовать поработать с ним. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Творите больше. Пока!